Всем привет! Рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я украшаю очередной торт. Для украшения я использовать буду сейчас насадку номер 200. Такую насадку я приобрела на AliExpress. Ей очень удобно наносить равномерно крем на торт, а после его выравнивать палеткой. Торт у меня из классического бисквита. Размер его чуть меньше размера листка бумаги А3. Такой торт заказали у меня на юбилей. Внутри фрукты, бананы и киви. Торт я выравниваю палеткой, смоченной в воде. Также мне понадобится вафельная картинка с пожеланием любимой мамочки. Картинку я покрываю с изнаночной стороны декор гелем. И потом, уже перенеся ее на торт, покрываю сверху тоже гелем. Крем я окрасила красителем Топ Декор, цвет арбузный. Крем у меня белково-заварной на пектине. И сейчас насадкой 2 мм делаю вот такие вот завитки по всей поверхности торта. Такие завитки, они скроют все неровности торта. То есть, если торт плохо выровнен, то под такими завитками не будет этого заметно. Оставляю неукрашенной ту часть, где будут располагаться цветы. Насадкой 1М делаю нижний бордюр торта. Эта насадка, она очень универсальна. Я ее часто использую, например, для отсадки безе либо зефира. Если у вас нет такой насадки, очень рекомендую к приобретению. Покупала ее на AliExpress. Называется 1М. Отсажу немного крема, где будут у меня располагаться цветы. Насадкой 1М пройдусь по краю вафельной печати. Сделаю вот такую вот оборку. Цветы у меня будут тюльпаны. Тюльпаны такого желто-оранжевого цвета. Цвет у меня яично-желтый. И сейчас арбузным красителем я окрашу сам мешочек. Насадочка у меня от Владимира. Это тюльпанчики. Они среднего размера. В обзоре своих насадок я показывала все насадки, которые у меня есть. Теперь мешок заполняю кремом. И приступаю к отсадке самих цветов. Отсаживаю тюльпаны уже непосредственно на сам торт. Отсаживаю такими резкими движениями для того, чтобы сам цветок внутри был раскрытый и лепестки не соединялись между собой. Если крем сварен плотный, то все тюльпанчики будут раскрытые. Если же крем жидковат, нужно постоянно протирать сам кончик насадки. Этот торт заказали мне по моему же фото. Такой торт у меня уже был, и поэтому и не один даже. Много-много тортов я таких уже сделала на заказ, и причем в одном и том же цвете. Ну, почему-то заказчикам они нравятся. Такой торт украсить вообще не очень сложно, я считаю, даже легко. Любой начинающий тортодел или домохозяйка справится с таким оформлением. Всего лишь 3-4 насадки, и можно украсить самостоятельно торт для любого домашнего семейного праздника. Самое главное, конечно, в этом деле — это хорошо и правильно сваренный крем. К оставшемуся желтому крему я добавила зеленый краситель лаймовый и перемешиваю. Цвет будет такой более насыщенный, ярко-зеленый. Если остался бы розовый краситель, его бы можно было сюда добавить тоже. Для листьев я буду использовать вот такую насадку. Это круглое отверстие с таким треугольным выступом. И более резкими движениями отсаживаю уже зеленые лепестки непосредственно на самом торте.
Часто под своими видео я читаю комментарии, когда подписчики пишут, как можно съесть столько много жирного крема. Я хочу сказать, что в белково-заварном креме нет ни капли жира. Это крем очень легкий, не приторно-сладкий, он воздушный, есть его можно ложкой. И такие торты заказывают именно те заказчики, которые любят этот крем, которые не любят, допустим, масляный или тот же крем-чиз. И белково-заварной крем, он универсальный для цветов. Украшать свои торты цветами я стараюсь расположить их допустим, на одной половине торта, чтобы человек, который будет есть этот торт, смог выбрать себе кусочек с большим количеством крема или меньшим. Ну вот и подходит к концу оформление такого тортика. Такое оформление очень простое, несложное. Если вам понравилась идея, ставьте лайк. Это поможет развитию моего молодого канала. Пишите комментарии, я все комментарии читаю. Мне очень приятно, что у меня добавляется очень много новых подписчиков. Это всегда приятно. Ну и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я желаю вам всего доброго и пока-пока. До новых встреч на моем канале.